Hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и скоро Международный женский день, и в этом видео я хочу рассказать про женские ароматы. И у меня не так давно появилось два новых аромата. Я участвую в парф-посиделках периодически иногда, и на последней парф-посиделке я обменял свои ненужные уже ароматы, которые мне уже надоели, которые мне не нравятся, на ароматы у других людей, кто приносил, тоже избавляется от ненужных им ароматов. Вот. Из всего вот этого большого количества я выбрал два всего лишь аромата, которые меня привлекли. Вот. И это первый аромат, который я хотел бы рассказать, называется Terre de Lumière от компании L'Occitane. Вы, может быть, знаете вообще эту марку. Она представлена обычно в своих фирменных бутиках или в торговых центрах у них есть свой бутик. Вот. Это 5 мл всего лишь, маленький объем, но мне очень нравится, как выглядит флакончик. Он такой симпатичный, с таким, как сказать, с красной такой крышечкой. Сам аромат такой весенний, задорный. Чем же мне он пахнет? Единственное, то, что у этого аромата нету пульвика. Он наносится только если с прикосновением. Вот. Я его наносил на кожу в первый же вечер. Мне было интересно, как же он раскроется. И он для меня пахнет такими миндально-молочными медовыми реками и лавандовыми берегами. То есть это вот такая картина, весна, все тает, такая немного талая вода, и уже все такое распускается, пахнет только что вот выращенной лавандой. Ой, это хороший такой аромат. Я вообще люблю ноту меда в ароматах. И он, конечно же, он сладкий, но он в меру. И вот у меня вот такая картина. Это мед, миндаль, что-то такое вот цветочное. Здесь еще есть цветок акация, который вообще редко встречается в ароматах. Вообще классный аромат, он такой весенний, воздушный, теплый. Конечно же, мне он нравится как вот на девушках. На себе я его не вижу, я его носить не собираюсь. Я, скорее всего, его кому-нибудь на 8 марта подарю. Тем более он мне достался практически бесплатно. Такой. Я знаю, что в L'Occitane он до сих пор продается на их сайте. Вы можете посмотреть, загуглить, какие отзывы на этот аромат. Это просто вот, девушка сказала из парф-клуба, то, что ей он тоже достался бесплатно, как подарок. У нее целый флакон этого аромата есть, просто большой. Вот он ей как бы не нужен. Поставьте палец вверх, это мотивирует делать новое видео. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. И бейте в колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Следующий аромат. Я тоже обменялся на парф-посиделках, и для меня это был аромат открытия. Я про этот бренд вообще ничего не знал, никогда не слышал. Мне вообще привлекла эта коробка. Она такая кубическая, белая. Бренд называется Maison Louise Marie, а аромат Кандили. Не знаю, правильно ли это все произношу. Здесь 15 мл. Получается парфюмерное масло. Он на основе парфюмерного масла. А как мы знаем, если аромат на основе парфюмерного масла, это очень стойко. Очень стойко. Вот здесь верхняя нота иланг-жасмин, средняя нота тубероза, белая лилия и базовая нота сандаловое дерево. Как бы, по сути, это очень такой белоцветочный аромат. Мне он немного из-за вот этих белых цветов смеси напоминает жевательную резинку, вот какая-то типа турбо, возможно. Вот так выглядит флакончик, здесь 15 мл. Такой вот
такая прозрачная желтая жидкость. И у меня первый раз в коллекции появился флакон с таким намазом. То есть здесь такой шарик, как, знаете, в дезодорантах роликовых. Здесь вот типа такой ролик. Вот, нанесу его на руку, он немного такой, если из-за масла, он немного такой блестит. Но он хорошо впитывается. Со временем, через 5 минут, это масло и сама вот эта парфюмерная концентрация масел, все это впитывается. То есть оно не морается, не жирнит вам кожу. То есть это все хорошо впитается. Я этот аромат планирую подарить для своей мамы на 8 марта. Я его тоже на себе не вижу. Хотя мне он очень нравится. Мне он понравился. Мне кажется, моя мама вот в моем детстве любила носить что-то белоцветочное. Скорее всего, жасмин. И мне, вот когда я чувствую жасминовые ароматы, и в этом аромате жасмин преобладает, как мне кажется. И я думаю, что когда я чувствую и слышу жасминовые ароматы, я вспоминаю свою маму. Мама, привет, если ты смотришь это видео. Вот, этот аромат я тебе его подарю. То есть здесь 15 мл, я считаю, что он тебе понравится, и ты будешь им довольна. Тем более, ты говорила, у тебя уже там все что-то подзаканчивается. Вот. Что еще хотел бы сказать про этот аромат? Он очень стойкий, я вот также вот нанес, уже потихонечку впитывается это масло. Я не знаю, здесь немного есть что-то тропическое, потому что здесь есть иланг. Он дает такую тропическую ноту необычную. И белая лилия. И немного какую-то такую влажность за счет этой белой лилии. Он немного такой влажный. Но и в то же время он, как вот эта белая коробка, он для меня такого белого, уже такого весеннего, солнечного цвета. Он такой уже в какой-то степени, знаете, у меня такая картина, я вот его вижу, какой-то белоцветочного такого цвета одежда, такого белого. Возможно, это белое платье или такого более телесного цвета платья. Вот идеально подойдет, я считаю, и для девушкам, и женщинам. То есть он вне времени. Классный аромат. И третий аромат, который я считаю, что он женский, но уже для женщин и девушек с какой-то загадкой, с какой-то такой уже непростых девушек. Вот. И у меня есть в travel формате, в travel флаконе вот такая коробочка. Это бренд называется Les Wigs Primordiales. Я не знаю, правильно ли это выговариваю. Очень длинное название. И длинное название самого аромата. Называется Abstraction Raisonné. Вот, это, походу, все на французском написано. Вот. И как выглядит этот флакончик? Здесь у меня 11 мл, почему-то 11, не 10 там. И концентрация у нас это Eau de Parfum. И оправдывает свою концентрацию на все 100%. Это очень стойкий аромат. Давайте я его нанесу, потому что я его не особо так прям помню, чем он пахнет. Вот. Это вот для меня очень необычное сочетание ветивера, так как ветивер это больше, я считаю, мужская нота, но здесь есть нота ревня. И вперемешку ветивер и ревень пахнет мне немного такими пирогами какими-то, пирожками с ревнем, испеченными только вот. Есть небольшая кислинка, которая дает бергамот. И, скорее всего, бергамот он дает какую-то такую ноту чистоты. Такое, как будто вы вот надели что-то на себя очень чистое, вот только что постиранное, которое высушилось на солнышке, на воздухе, уже вот. Здесь есть еще нота зелени. Я вот чувствую еще, вот пошла зелень со временем, и пахнет только что вот распустившейся листвой. Здесь нету именно травянистой, вот именно вот больше листва.
И аромат в то же время очень сложный. Его очень сложно расчленить на ноты. Почему-то этот аромат мне он больше вот на весну, и он больше для меня унисекс. То есть его могут спокойно носить как и девушки, так и парни, так как на каждой коже он по-своему раскроется, на женской, на мужской. Вот. Но почему я выбрал его к 8 марта для девушек, почему-то он для меня вот ассоциация марта, когда еще как бы холодно, прохладно, но солнце уже начинает греть, согревать и дает вот такое уже настроение свежести, какого-то веселья. Вот. И что хотел бы еще рассказать. Он меня, вот этот именно аромат, из такого сета этой марки от Les Uquid Primordiales. Здесь 3 аромата. Это вот такая белая линейка у этой марки. Там белые и прозрачные флакончики, и желтого цвета есть флакончики. А есть еще черная линейка, там также черные флакончики. Здесь 3 аромата: Уд, Шафран и Амбра. И я уже в будущем хочу рассказать про именно всю линейку, которая у меня есть, вот этого бренда Les Uquid Primordiales. Я не могу запомнить это название, его очень сложно выговорить. Les Uquid Primordiales. Вот. Но сегодня не об этом бренде. Именно о таких вот весенних ароматах. Это чисто вот для меня, для девушек, для женщин. И хочу всех наших прекрасных девушек, женщин, возможно, бабушек, если смотрят это видео, поздравить с этим прекрасным весенним праздником 8 марта и пожелать вам как можно больше положительных и хороших эмоций в своей жизни, встречать прекрасных людей. Самое главное, берегите себя, свое здоровье, каких-то путешествий. Скоро у нас лето, теплое время года, и хочу пожелать вам, чтобы вы больше путешествовали, занимались своими любимыми делами, своими хобби, что вы любите. И, конечно, хочу пожелать вам побольше радости, улыбок и процветания. С вами был Слава. Всем goodbye.